Мы собрались поехать сегодня в онсен. Сегодня будет онсеновый мини-влог. Мы нашли в Русуцу онсен, но там такой парадокс, что ты зимой можешь попасть туда, то есть без проблем. Не надо заказывать билеты на сайтах и так далее. А летом, так как там есть огромный парк в Русуцу со всякими аттракционами, попасть в этот онсен очень сложно. Нужно купить паспорт. Паспорт стоит где-то около 8 или 9 тысяч. То есть получается, чтобы попасть летом, нужно купить вот этот паспорт, и тогда ты можешь сходить и в онсен, и пошарахаться в округе, и посетить вот этот парк аттракционов. А зимой, так как на зиму вот этот парк в Русуцу закрывается, то есть ты без проблем можешь попасть туда, просто приобретя билеты. В общем, мы сейчас поедем, по дороге будем смотреть, что интересного есть на Хоккайдо, что необычного есть на Хоккайдо. Сегодня будет такой мини-онсеновый влог. Мы заехали в Шимамура, это местный ширпотреб. Шимамура наше все. Это такой ширпотреб в Японии, где молодые дизайнеры пробуют себя в чем-то новом и строгают или какие-то подделки брендов, ну не то что подделки, а дизайны известных брендов, только с лейблом Шимамура. И здесь вот мужские, женские вот такие юбки, или что это? Да, это юбка. Типа вот наподобие типа Монтбелл, только из более дешевого материала. Вот еще какой Микки Маус. Ого, Том и Джерри. Боже мой, красота какая. Так, ну мы сейчас будем, я не знаю, 3 часа выбирать колготки. Одни нам не подходят по цвету, другие нам не подходят по длине, третьи нам не такие, четвертые плотные мы не носим. Я, конечно, люблю подумать над покупками, но не до такой степени. Господи, также сумки, такие вот дизайны, ремни. Обалдеть, это юбки с резины. Уги местного ширпотреба очень много. Написано, что еще вот непромокаемые. Короче говоря, Шимамура наше все. Машина у нас сегодня такая прокуренная и вонючая, что просто можно задохнуться. Фу, мы уже тут набрызгали фабризом, но все равно вонь неимоверная. Короче, это машина для курящих. Но она была последняя. Поэтому у нас как бы больше так особо выбора и не было. Вот эта розовая Гасорин Стандо, заправка. Сколько раз мы мимо нее проезжали, но ни разу не заезжали вовнутрь. Джелато. Ну-ка, что там за джелато? Хоккайдо Милк Кобо кафе. Фу, какая вонь, не могу. Фу, я не могу. Я не курю уже лет 20, и этот дым, вот этот, тем более вот этот запах в машине, просто какой-то ужас. Привлекает вот этот розовый цвет. То есть каждый может заехать и попробовать джелато. С хоккайдского молока вот это вот все. Сейчас посмотрим. Christmas coming. Конничева. О, сколько мороженого. Крем-брюле, чоколакуки, браун шугар, хани, карамель. Ого. Пампкин. Есть вон даже пампкин. Вот это вот тыквенное мороженое. Стробери, блубери, синнамон. А вот тут вот мини. Позвольте вам подсказать. Да, пожалуйста. Вся наша продукция джелато готовится из 100% молока Хоккайдо. Молочные ингредиенты в сочетании с сезонными фруктами и орехами помещаются в специальный блендер и взбиваются до получения мягкой и нежной консистенции. Некоторые комбинации для придания особого вкуса украшаются бархатной шоколадной пыльцой из кондитерского аэрографа,
карамельным соусом и кусочками печенья. Вы можете выбрать любое понравившееся вам джелато на панельном меню и там же сделать заказ. А у вас есть напитки? Конечно, есть. Вы можете выбрать сделать заказ как в обычном меню, так и на панельном. Можно японскими картами оплатить, и PayPay, и Rakuten Pay, AU Pay, Alipay даже. Ну, естественно, Visa, MasterCard и Union Pay. Классно. Вот тут две девчонки работают, такие симпатичные. О, тут даже вот есть сладкая картошка. Вообще здорово. Маленькую взяли попробовать йогурт джелато и что? Вот этот хани карамель. А у меня кофе. Я сегодня тоже целый день на кофе. Вкусно. Вот тут вот кафешка в этой стороне, а в той стороне можно машину заправить. Вон. Такая прям декорация в уголке есть. Так миленько все оформили. Еще девчонки сказали, что у них очень каваишный туалет. Это женский и для инвалидов, и для мам. А вот тут еще и руки можно помыть. То есть вот все тут салфеточки, все аккуратненько. Вот эти вот розовым отмечены, где находятся магазины на Хоккайдо, в каком месте. Даже в Хоккудате есть. Ничего себе. А вот это вот, где выпас вот этих коров происходит, и сами фермы. Ну, тут уже вот идут виды всех морожен, названия морожен, что производят. Прикольно. А тут уже вот мужской туалет. Вот сюда вот все выбрасывается. И все. Ну, то есть вот такая вот кафешечка. Так что, кто будет путешествовать по Хоккайдо и будет проезжать мимо, смело заезжайте попробовать мороженку из хоккайдского молока. Вот в этом отеле мы уже были. Там прикольно. Я потом мини-влог тоже сделаю. Интересные штучки. Это даже не заборы, а барьеры, наверное, чтобы снег сюда не сваливался на дорогу. Мы приехали в Русуцу. Здесь вот это вот все в отелях. Вот отель, там отель. Туда еще вниз спускаешься. Там отели тоже вот. Мы приехали пораньше, поэтому нужно еще полчаса подождать. С 2 часов тут работает онсен. Называется Котобуки-но-ю. Холодно, снега много. По крайней мере, хотя бы его здесь убирают. Зимой тут, конечно, очень все прекрасно, но у местных, я так думаю, работы нет, потому что основная масса людей, население городка где-то 1800 человек, все они проживают вот там в коттеджиках, у некоторых там свои фермы есть небольшие, мы сюда тоже на ферму приезжали, когда дети были маленькие, но основная масса работает вот таких в отелях и в онсенах. И здесь также по договоренности приезжают некоторые школьники в Чугакурёку. Чугакурёку это, то есть с классом, когда в путешествие едут дети. У меня сын тоже ездил со школой, с классом, вернее, со своим. Ездили они, останавливались вон в том отеле, он виднеется, ему там понравилось. Также есть здесь парк аттракционов, это туда дальше, и он сейчас на зиму закрыт. В общем говоря, Хоккайдо зимой, если приехать только вот на елки полюбоваться, вот они елки, все в снегу, очень красиво, и вон цены походить. Зимой здесь практически выйти некуда, то есть все завалено снегом по уши. Сначала, когда иностранцы приезжают сюда, они все радуются снегу, ой, снег красиво, елки в снегу, все красиво, а проживя тут уже 20 лет, ты просто
молишься, чтобы этого снега с каждым годом выпадало меньше и меньше, потому что ночью снега нападает очень много, ночью он какой-то такой полуталый, к утру все замерзает, и утром, когда идешь на работу, ты просто ломаешь ноги об эти ледяные колдобины. Так что вот такая вот жизнь хоккайдская. Ладно, пойдем внутрь смотреть отель. Вау! Карусель в онсене, в отеле. Ну, тут сделано все в европейском стиле, в виде улочек. На этих улочках, вот в этих домишках, разные-разные магазинчики. Вот это мы попали в отель. Написано, какие магазины, какие бутики здесь есть. Ну, это крутяк с деревни ехали. Вон там это есть. Ну, кстати, ну вообще классно. Я даже не подозревала, что тут вообще как бы такое вот видит внутри отеля. Крыша такая, вот она. Вау. Там игровые автоматы, то есть отдел с игровыми автоматами. Ну вот сюда, наверное, тоже можно подняться по лестнице и на второй, на третий этаж попасть. Ну вот, ну это хамбайка, моя любимая, я обожаю хамбайки. Ну да, вот здесь игровые автоматы, можно спустить бабло. Фу, я терпеть не могу эти игровые автоматы. Вот прям, ну не знаю, кто-то вот прям прется, вот игрушку эту достать, азарт какой-то, а у меня нет, не вижу смысла. Вот тут еще можно поиграть. Я бы вот хотела в тире пострелять. Ну-ка, пойдем туда сходим. Это ж я не я буду, если не пойду, не схожу. Тут, наверное, такая комнатка с татами. Тут находятся рестораны. Все то, что тут обозначено значками, то есть рестораны. О, даже монорельс есть, ничего себе, а куда, интересно, этот монорельс ведет? Басрум, пул. Окей. Ну и на улице, кстати, очень красиво. Такой вид на снежную Русуцу. Машинка, мусорные баки, все цивильненько. Ну, в общем говоря, тут все одно и то же. То есть вот здесь вот обозначено прям стрелками, куда, в какую сторону идти, что находится. Кроме магазинов, ресторанов, бассейна, монорельса, здесь, в принципе, никаких больше выходов и входов нет. Фонтанчики такие, здесь вот такое пространство, можно посидеть. Фонтанчик какой-то уже, ну, прям совсем старый, там даже краска облезла. Лафера. Ну вот здесь с определенного времени работают бары и рестораны, сейчас закрыты. Ого, тут такая карета. Это рентал, даже тут можно. В общем говоря, тут можно снаряжение в аренду взять, чтобы пойти покататься на лыжах. А монорельс, мне кажется, ведет на эту горнолыжную трассу прямо с отеля. Потому что тут вот лыжи, все. Здесь вот еще какое-то дерево интересное, инсталляция такая. Так, вот здесь вот стойка, на стойке покупаешь билет. Один билет стоит 1500, это вот эта зимняя цена. Летом нужно здесь покупать пас. Значит, онсен находится на 6-м этаже. Чтобы попасть на 6-й этаж, нужно попасть только можно с вот этой карточкой. Айнские мотивы. Обожаю вот это вот. Красивый такой орнамент.
6-й этаж. Мы еще, кстати, подписали такую бумажку, что снимать нельзя, ну, наверное, внутри снимать нельзя. Где раздевалка начинается, и ванная, там уже нельзя. Зона какая отдыха. Так, вот. Еще один холл. Здесь уже, видимо, зал, кто арендует для каких-то церемоний. Так, с 4-го этажа можно попасть на 6-й только на лифте. Вот здесь такая зона. Все в таком, в теплых тонах. Relaxation room. Вон здесь он даже. Relaxation. Что она сейчас закрыта. Хамбайки. Ну вот в этой степи уже туда дальше идут отели, а на 6-м этаже идет онсен. Туалет тут только с одной кабинкой, но в принципе все чистенько. Ого, ну тут вот какие-то такие старинные книжки в виде антиквара. Прикольно. А ну-ка, там если вот закрыто, что там интересно, relaxation room? Ну тут вообще классно, такие елочки вон там, прям такой вид. Клоусы. Нифига себе, бутылка воды 200 йен. Русуцу Дакара, да, потому что с Русуцу тут срубают деньги. Ну вот. Ну, тут картина такая с дровами, со связочкой дров. Мы, в принципе, пришли. Все, вот до сюда можно снимать, а остальное уже ничего нельзя снимать. В общем говоря, сходили мы в этот онсен из плюсов. Из плюсов этого онсена, что он новый, он построен, вообще вот этот отель, он построен в 2019 году. И из плюсов то, что тут никого нет. Вот зимой тут реально очень мало посетителей. Нас в этом онсене было всего 2. Там вообще абсолютно никого не было. По всей видимости, потому что зима и еще лыжный сезон как-то не открыт. И все лыжники подтянутся где-то к Рождеству, к 25 числу, да, к 25 декабрю. И здесь, в этом отеле, будет людей немного побольше. Из плюсов все. Из минусов это то, что в женском отделении очень огромная и большая душевая. И поэтому там всего 4 ванны. То есть 3 закрытых и 1 открытая на улице с навесом. Я не понимаю, для чего такие душевые делать. Перед этой ванной всего, значит, там она разделена на 2 половины. Одна для неглубокая такая для массажа ступней, а другая глубокая с такими вот каменными сидушками, на которых можно сесть и смотреть только на елки, потому что перед тобой не открывается никакого вида, там просто засажено все елками, и все, ты просто смотришь на елки, и вот между этих елок и вот этой ванной падает снег. Но это не главное, главное то, что в этом онсене есть паровая сауна, мисто сауна, но нет холодной ванны, нет ни холодной бочки, вообще ничего нет. То есть ты выбегаешь вот распаренный из этой паровой сауны, и тебе некуда бежать. Там есть просто холодный душ. Но те, кто любит контраст для тела, то есть из горячего в холодное, вот, допустим, как я, для того это вот какая-то, не знаю, неудобство какое-то. То есть ты выбегаешь из паровой сауны и бежишь сразу в душ. Кроме душа там ничего холодного нет. Плюс на улице, в общем, открытая ванна с водой, она пахнет каким-то дегтем, а внутри ванна, они все с хлоркой. То есть это не настоящий онсен. Это, по сути, вот ты пришел, заплатил 1500 йен за одного человека за то, чтобы сходить просто в баню. Для тех, кто останавливается в отеле, это нормально. Для тех, кто просто приезжает, хочет принять онсен, наверное, все-таки как бы выбрать что-то другое. То есть отель сам по себе очень красивый, оборудовано все очень хорошо, но онсен никакой.
В общем говоря, у меня пока на первом месте Daiichi Takimoto Kan, который в Нобурибетсу находится. Тут такая дорожка, и можно походить по подсветочке вот по этой. То есть тут все вот в этой подсветке. Ну, красиво. Такой снежок падает. Тишина такая. Господи, класс. То есть тут отель этот, он вот так вот вверх построен. Уровневый такой отель. Если мы сейчас спустимся на 3-й этаж, на каждом уровне открываются вот такие виды на елки, на подсветку. Здорово. Так тихо, спокойно, кстати. Так, ладно, пойдем дальше. У меня уже батарейка садится, у меня уже микрофоны все сели. Ну и, собственно, мы приехали в Саппоро. Снега нет. Вообще. Это вот, по всей видимости, все, что выпало.